Готовлю очень ароматную и вкусную выпечку к чаю. Булочки с клубникой. Они просто тают во рту. Какие они нежные. Исчезают буквально за минуты. Для приготовления джема мне понадобится. Я использую замороженную клубнику. Измельчаю ее погружным блендером. Именно замороженную клубнику очень легко измельчить без комочков. Клубничное пюре перекладываю в сотейник, всыпаю сахар и крахмал. Хорошо перемешиваю. Варю джем, пока он закипит и загустеет, примерно 5-7 минут. Я постоянно помешиваю, чтобы ничего не пригорело. После того, как джем закипел, провариваю буквально еще пару минут. Мне надо, чтобы джем был густой. Огонь сделайте тише. Переливаю джем в миску, закрываю пищевой пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. Для приготовления теста мне понадобится: в теплом молоке разведу дрожжи, добавляю столовую ложку сахара от общего количества, всыпаю дрожжи, перемешиваю. Температура молока примерно 38 градусов. Оставляю дрожжи постоять примерно на 5-7 минут. В чашу миксера просеиваю муку. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше, поэтому часть муки я оставляю. Добавляю в чашу соль, сахар, перемешиваю, вливаю подошедшие дрожжи. Разбиваю 2 яйца. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Натираю на терке цедру 1 лимона, только верхнюю желтую часть. Устанавливаю чашу, ставлю насадку крюк и замешиваю тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Понемногу начинаю добавлять кусочки мягкого сливочного масла. После добавления масла вымешиваю тесто еще примерно 8-10 минут на средней скорости. Безусловно, это тесто можно замесить и руками. Для этого понадобится минут 15-20. Я его сейчас достаю из миски и немного все-таки помешу руками. Вот таким образом его округлю. Оно получается невероятно нежное, очень ароматное, пахнет лимонная цедра. Перекладываю тесто в миску, смазанную растительным маслом без запаха. Закрываю пленкой и оставляю в теплом месте на расстойке примерно на 1 час. Для приготовления начинки мне понадобится: в миску перекладываю мягкое сливочное масло. Добавляю сахар, я использую белый и коричневый. И также добавлю щепотку соли. Хорошо разминаю лопаткой. Должна получиться достаточно густая начинка. Тесто вот так шикарно подошло. Стол подпыляю мукой и достаю тесто. Слегка его руками вот таким образом растягиваю. Подпыляю мукой и раскатываю в прямоугольный пласт. Слишком тонко пласт я не раскатываю. Длина получилась 48 сантиметров и ширина 38. Сверху на тесто выкладываю масляную начинку. Распределяю ее ровным слоем, немного не доходя до края. Получается такой тонкий слой сахара с маслом. Клубничный джем уже остыл, и я его распределяю сверху, примерно 4 столовые ложки. Я также не дохожу до края. И теперь я все сворачиваю в рулет. Тесто очень нежное. В конце рулет я просто подтягиваю, и можно его немного защипнуть. И теперь при помощи нити
я делю на 12 булочек. Сразу же выкладываю в форму. Я использую керамическую форму, я ее ничем не смазываю, так как здесь такая достаточно сочная начинка. Часть джема я переложила в кондитерский мешок и добавлю немного вот так в булочки. Потому что если добавить сразу много джема, когда сворачиваете тесто, чтобы джем не вытекал. Накрываю булочки сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 20-30 минут. Приготовлю крем для булочек. Здесь у меня 250 граммов маскарпоне. Добавляю 50 граммов сахарной пудры и пару столовых ложек джема. Хорошо все перемешиваю. Получается вот такой очень вкусный сливочный клубничный крем. Булочки вот так чудесно подошли. И сейчас я их отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вы только посмотрите, какие они пышные, воздушные получились. Конечно, обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой. Я их совсем слегка подрумянила, чтобы тесто не пересушить. Сверху булочки смазываю клубничным сливочным кремом с маскарпоне. Немного оставшегося джема я выдавливаю сверху на булочки и делаю вот такие еще разводы. Сказать, что это вкусно, это просто ничего не сказать. Аромат клубники, сливочного сыра, выпечки домашней, как же это вкусно. Даем булочкам буквально совсем чуть-чуть остыть и подаем к столу.